Истории инки из Лапландии. Шаманка Инка и дух холода. Часть 4. С помощью лунного камня и мудрости, дарованной ей древними духами, Инка отправилась к ледяной горе, месту, где обитал дух холода. Гора возносилась к самым небесам. Ее вершина тонула в танце вечно клубящихся облаков, а мороз, не спадающий с ее клонов, был так леденяще глубок, что, казалось, сама вечность замерла в хрустальных оковах. Каждый шаг Инки отзывался протяжным гулом, словно древняя гора открывала глаза после тысячелетнего сна, предвещая битву, что изменит судьбу мира. Когда она достигла вершины, перед ее глазами раскинулся суровый ледяной мир. Ветер завывал, наполняя воздух тоскливыми голосами, похожими на плач забытых духов. Мороз впивался в кожу, словно тысячи невидимых игл, но Инка лишь крепче закуталась в меховой плащ, не позволяя холоду коснуться ее сердца. «Это место словно пропитано болью», — прошептала Инка, оглядывая безмолвную пустыню льда. «Болью и гневом». Земля содрогнулась, ледяные вихри закружились в воздухе, и среди сверкающих снежных потоков возник дух холода. Его тело, сотканное из острых кристаллов, переливалось в лунном свете, а глаза горели ледяным огнем, безжалостным и древним, как сама вечная стужа. «Кто осмелился вторгнуться в мое царство?» Инка выпрямилась, не отводя взгляда от великого духа. «Я, шаманка Инка. Я пришла положить конец твоему владычеству, дух холода. Ты несешь лишь страдания и смерть, а я принесу свет и надежду». Дух усмехнулся, и его смех, звонкий и ледяной, эхом прокатился среди замерзших скал. «Ты хрупкое дитя! Думаешь, способна противостоять мне? Я вечен, как первый мороз, как лед, сковавший этот мир!» Инка крепче сжала лунный камень, и его свет пробежал по ее пальцам теплыми искрами. «Ты силен, но твоя власть строится на страхе, а страх — лишь тень. Ты никогда не узнаешь, что такое вера, что такое любовь». «Посмотрим, останется ли твоя вера столь же крепка, когда мороз доберется до твоего сердца!» С этими словами он поднял руки, и ледяной ураган закружился вокруг Инки, обжигая ее своим дыханием. Лед сковывал ее ноги, ветер рвал меховой плащ, а холод пробирался до самых костей. Дух пытался отнять у нее силу, вырвать из рук лунный камень, но Инка стояла, не уступая натиску. «Ты не одолеешь меня!» — воскликнула она, поднимая камень над головой. В тот же миг камень вспыхнул, окутывая ее сиянием, и древнее заклинание слетело с ее губ. «Ты осмелилась использовать против меня магию предков!» — взревел дух холода, бросая в нее сотни ледяных стрел. Но они не смогли пробить световой щит, который окружил ее. Гора содрогалась, и глыбы льда срывались вниз, угрожая похоронить Инку под завалами. «Ты слаба!» Но в этот миг в ее сознании зазвучали голоса духов. «Истинная магия живет в сердце. Доверься себе». Инка посмотрела в глаза духа холода, и ее голос прозвучал громко и четко. «Да, я одна не справлюсь, но за мной стоит вера народа Чахкли. Их надежда и любовь – это сила, которой ты не ведаешь». С этими словами Инка снова подняла лунный камень к небу.
и его сияние разорвалось тысячами ослепительных вспышек, прогоняя мрак, словно рассвет, спустившийся с небес. Нити чистого света вихрем сорвались с камня, подобно золотым молниям, оплетая духа холода. Нет! Завыл он, его голос сотряс воздух, подобно грому над бездной. Ледяные вихри извивались, пытаясь вырваться, но они только сжимались крепче. Земля задрожала. Гора, что веками хранила его в своих объятиях, вновь пробудилась, распахнув ледяные врата в глубины вечного плена. Морозные кристаллы рассыпались в воздухе звенящими искрами, когда дух холода завопил в последний раз, исчезая в пучине древнего заточения. И вот все стихло. Ветер больше не выл зловещим голосом, снег больше не сковывал землю ледяным покровом. Над царством зимы воцарилась тишина, глубокая, как дыхание мира, только что пробудившегося ото сна. Инка стояла на вершине, едва переводя дыхание. Лед начал трескаться, уступая место темной земле, а из-под снега пробивались первые ростки. «Ты сделала это, Инка, дитя земли и неба!» — раздался мягкий голос духов. «Земля пробуждается». Она опустила взгляд на лунный камень, который теперь светился не холодным, а теплым золотистым светом. «Это не только моя победа», — прошептала она, глядя на горизонт, где впервые лучи солнца рассеивали тьму. «Это победа всех, кто верил в меня». Лед таял, вода капала с замерзших скал, наполняя воздух мелодичным звоном. Жизнь возвращалась в этот мир. Инка закрыла глаза, ощущая, как тепло растекается по земле под ее ногами. Она знала, теперь все изменится.